Всем добрый день! Это видео будет посвящено новолунию 19 мая. Располагайтесь поудобнее. Для начала я вам расскажу две восхитительные новости. Затем мы поговорим про энергии новолуния и в конце по традиции дам ритуалы. Вы на канале Magic Life, я Ольга Скляр. Пожалуйста, поставьте лайк авансом и подпишитесь на канал, если до сих пор этого не сделали. И начну я с двух прекрасных новостей. Первое – это Меркурий перестал быть ретроградным, и как раз к новолунию он наберет скорость, поэтому все, от чего вы воздерживались, можно наконец-то начать реализовывать. И вторая, самая восхитительная новость – это сегодня, 16 мая, очень важный день с астрологической точки зрения. Юпитер перешел в знак Тельца. И это сразу же влечет за собой изменения в материальной сфере. Если вы ждали роста благополучия, то сейчас возможно абсолютно все. Юпитер – самая благостная планета, планета масштабирования, планета больших денег, удачи. Сегодня он перешел в знак денежного Тельца. Это значит, что очень важно сделать акцент на рост ресурсов, рост доходов, рост изобилия. Юпитер – это всегда планета масштабирования. Когда он приходит, он все начинает увеличивать. А Телец – это, конечно же, материальная сфера. В классической астрологии Юпитер – это планета большого счастья. Он приносит достаток, он приносит удачу. В современной астрологии Юпитер воплощает принцип щедрости, расширяет и масштабирует абсолютно все, к чему прикасается, в том числе деструктив. Планета мудрости, мировоззрения дает способность открывать новые горизонты, видеть их, принимать жизнь такой, какая она есть, расти духовно, развиваться умственно, увеличивать свои финансы. Цикл Юпитера составляет 12 лет, и в одном знаке он находится примерно 1 год. За 12 лет проходит весь зодиакальный круг. Юпитер в Овне был ярким и сильным транзитом, который пробуждал к движению, к действиям. Переход планеты в следующий знак ознаменует эпоху стабильности, я бы сказала, верности, надежности. Ведь Тельцами управляет Венера, планета не только любви, но и денег, материальных благ. И до 26 мая 2024 года в Тельце Юпитер в Тельце будет пробуждать к накоплению материальных ценностей. Помните, все в ваших руках. Что касается новолуния, последнее новолуние весеннее произойдет 19 мая 18:56 по московскому времени. Луна будет находиться в знаке Тельца, а затем перейдет в Близнецы. Это переведет к неким эмоциональным качелям, желанию глубокой перестройки внутреннего мира. Эти два знака, они будут конкурировать между собой, поэтому многие люди могут вести себя как-то двойственно и неоднозначно. Практичный Телец будет показывать верный путь к решению вопросов, но Близнецы в то же время провоцировать на какие-то легкомысленные поступки. Ни в коем случае не поддавайтесь эмоциям, только так можно будет благополучно пережить этот период. Ну, а новолуние всегда отражается на эмоциональном и физическом состоянии человека. У Луны в это время нет энергии, и у человека она тоже на нуле. В период новолуния может ощущаться упадок сил, люди становятся более рассеянными, как-то нервничают, волнуются по пустякам, поэтому постарайтесь провести этот день спокойно, наслаждайтесь жизнью, и все у вас будет прекрасно. Новолуние, как всегда, символизирует новое начало, переход к новой энергии, возможности для роста и развития. В это время на Земле энергия изменяется, это может до определенной степени повлиять на состояние человека как физически, так и эмоционально. Также новолуние прекрасное время для перезапуска, для начала новых проектов, к тому же у вас Юпитер и Меркурий закончился ретроградный. Стимулируйте ресурсы креативности, стимулируйте свою фантазию, обостряться сейчас чувство, повышится восприимчивость к окружающему миру. На новолуние приходят новые идеи, влияет на все сферы вашей жизни. Однако учитывайте, что новолуние это может вызвать в первую очередь усталость, чувство беспокойства. Вот от этого, пожалуйста, держитесь подальше. По всем аспектам это новолуние дает прекрасные шансы для финансового роста. Более того, если вы что-то масштабное планировали, сейчас идеальное время. Телец – это знак стабильности, поэтому обратите внимание, что вам хочется стабилизировать в своей жизни, будь то финансы, отношения или же здоровье. Телец – это про физическое здоровье, это про получение знаний, про применение их на практике.
Телец также находится под управлением Венеры. Венера у нас символизирует любовь, притяжение людей друг к другу, красоту. Венера, планета Тельца, она проявляет себя через обладание материальными благами, способными сделать жизнь человека приятной, красивой, комфортной. Венера наделяет Тельца остротой чувств, эмоциональностью, любовью к Земле. Она олицетворяет некую мягкость характера, доброжелательность, тактичность, элегантность. Венера — это вообще планета больших денег, роскоши, различных благ. Ну и в конце, подводя итог этого сегодняшнего видео, заложите обязательно намерение в начале лунного месяца, чтобы дать ему возможность раскрыться и начать давать результаты. Чек изобилия мы заполняем в течение суток после наступления новолуния. Список 108 желаний пишем в ближайшие 3 дня, если не удается сделать в первый день. Список 10 целей или дневник самопрограммирования мы пишем ежедневно, независимо от фазы Луны. Ключ к богатству многие уже испытали на себе и улучшили свою жизнь. Все видео есть на канале, ссылки оставлю в первом прикрепленном комментарии. Обязательно, пожалуйста, перейдите, посмотрите, если вы до сих пор эти видео не смотрели. Обязательно проводите ритуалы со свечами и как можно больше квантовых скачков. Ведь у вас уже сейчас есть все ресурсы для того, чтобы обогатиться. Желание также выкладывайте на окно с 19 в ночь на 20 мая и просите Луну помочь в их реализации. На этом все. Ставьте класс, если видео было полезным. Я жду сердечки в комментариях и ваши впечатления, конечно. Благодарю каждого из вас за просмотр. Всем классного дня и денежного новолуния.